Добрый день! С вами по-прежнему доктор Шуров. Для вас мы ведем канал на YouTube, пишем статьи на Дзене. Подписывайтесь, задавайте темы. Мы очень внимательно читаем ваши комментарии, всегда отвечаем. Многие дают нам информацию для видео и для интересных статей, поэтому участвуйте в создании контента. Также напоминаю про телеграм-канал, очень бурно развивается, спасибо, я сам там постоянно читаю вас, все прекрасно. Рубрика интервью, сразу обозначаю две категории: люди интересной судьбы, преодолевшие какое-то заболевание, зависимость или с интересной историей, нуждающиеся в помощи, мы вас ждем. Ну и врачи разных специальностей с обширной практикой, готовые также создать качественный просветительский контент для людей по любой теме. Я готов встретиться, обсудить. Я получаю огромное удовольствие от общения с любым доктором, узнаю много нового для себя. Надеюсь, что наши зрители также получают массу полезной информации. Очень неоднозначная реакция на рекламную интеграцию в прошлом ролике. Многие люди там крестились, кто-то испугался, еще что-то случилось. Кому-то наоборот очень понравилось, они поддержали, сказали: вот вы выглядите моложе, вам лучше. Я в стадии изменения имиджа определенного. Это не моя блажь, я работаю со специалистом. Потом обязательно расскажу, кто это. Это необычайно крутой, разбирающийся в своей профессии человек. Поэтому напишите, как вы воспринимаете меня в бороде, без волос, еще что-то. Я понимаю, что вы не стилисты, не имиджмейкеры, ничего, но тем не менее очень интересно почитать. Моложе я выгляжу, старше, притягательнее, отталкивающий, больше ко мне доверия как к врачу, меньше. Вот прям пустите свои ассоциации. Проассоциируйте меня с чем-нибудь, с кем-нибудь, со своими ощущениями. Сегодня тема тоже, которая продиктована моим общением со СМИ. Крупный канал снимает документальный фильм про Уитни Хьюстон. Мы знаем ее трагическую историю, знаем, собственно, как ее жизнь разворачивалась. Это пример человека, который добился всего и все потерял. Человека с очень спорной посмертной репутацией. История вот равносильна истории принцессы Дианы или Майкла Джексона, когда мы видим ранний взлет, мировую известность, все возможные премии, признания. Очень смелый фильм. Да, сюжет вроде бы банальный, но сам факт, что афроамериканка и белый телохранитель, и вот любовная история между ними, и такая неполиткорректная, неожиданная концовка, когда человек предпочел все-таки профессию, а не любовь. Интересный фильм. Вроде бы банальный, ничего особенного, но вот Кевин Костнер, Уитни Хьюстон и совершенно сумасшедшая песня «I will always love you», простите за мой английский, ставшая мировым хитом, пожалуй, гимном любви, с совершенно сумасшедшим голосом Уитни. Получившая все возможные премии, одна из самых узнаваемых, можно сказать, визитная карточка. И как все закончилось. Естественно, я около часа общался с журналистом. Был огромный список вопросов, которые мы обсудили. Мне показалась эта тема интересной в контексте того, вот что такое наркотики. Потому что еще очень много людей остаются в иллюзии, что наркотики чего-то дают, помогают как-то раскрыть творческий потенциал, делают жизнь ярче, позволяют выдерживать огромные нагрузки.
лечить стресс, усталость, все что угодно. Очень много иллюзий. Наркотик как антидепрессант, средство забыться, средство повеселиться. Каждый придумает свою убедительную причину, почему он употребляет наркотики. Итак, история Уитни Хьюстон. Уитни Элизабет Хьюстон родилась 9 августа 1963 года. Можно сказать, в черном квартале. Сейчас это не принято обозначать, но, в общем, в те времена было определенное расселение в Америке. Была достаточно хорошая по внешним признакам семья. Мама Сесиль Хьюстон тоже увлекалась пением, даже участвовала в шоу известных певцов, например, Элвис Пресли. Тоже, кстати, интересный персонаж в плане зависимости и то, как у него жизнь закончилась. Сейчас очень много будет параллелей с наркотиками, потому что богема, гастрольная жизнь. Вот я вспомнил Майкла Джексона, который погиб от передозировки синтетических опиоидов. А его дилером был личный врач. Просто у него было очень много денег, поэтому у него был личный врач, который его снабжал опиоидными анальгетиками. Естественно, в один прекрасный момент случилась передозировка с остановкой дыхания. У Уитни Хьюстон не было личного врача, не было такой потребности. Это была история простой девочки из гетто, давайте называть все своими именами, которая жила в семье, имеющей отношение к музыке. У мамы тоже был хороший голос, не 5-октавный, как у Уитни, но тем не менее она и в церкви пела, и с концертной деятельностью выступала. Папа с определенного момента тоже выступал в роли менеджера. Вначале маме помогал, потом пытался помочь Уитни. Но мама достаточно быстро разглядела ее талант и нашла очень серьезного продюсера, который, собственно, и обеспечил этот феноменальный успех. Ну, понятно, что прежде всего это заслуга голоса и таланта, но, тем не менее, в шоу-бизнесе огромное значение имеет продюсер, имеет история. Когда из девочки из гетто начали лепить принцессу, майку и кроссовки поменяли на роскошные платья, драгоценности, определенная история жизни, вот как она пела в этой баптистской церкви, все там восхищались. This multi-talented performer took a more spiritual route to the top, starting out as a gospel singer in her New Jersey church. Soon the whole world was praising her heavenly voice. Did you figure it out? It's singing sensation Whitney Houston. Вела очень здоровый и правильный образ жизни, хотя уже после смерти Уитни вышел ряд мемуаров, в том числе и брату Уитни, где он рассказывал, что они подверглись сексуальному насилию в детстве от близкой родственницы. И все не просто было в первой любовной истории. Повторюсь, очень тяжело, когда человек уже ушел, и люди, пытаясь заработать деньги, популярность, пишут в том числе и достаточно желтушные вещи, чернушные. Ну, главное, чтобы это продавалось. Речь идет о Робин Кроуфорд, единственной подруге Уитни, такой девушки баскетбольного мышечного телосложения, которая очень сильно с ней дружила, плотно общалась. Уитни даже ее взяла в свою команду, и долгое время они общались. Но потом,
когда возник этот продюсер Клайв Дэвис, и надо было создавать историю, картинку, основным условием было отказаться от этой дружбы, потому что уже таблоиды начали что-то копать в этом направлении. Естественно, Уитни надо было создать семью, создать историю добропорядочности. Она и с Эдди Мерфи встречалась. Не знаю, это было для публики, для картинки, или реально что-то там было, потому что очень такие нейтральные отзывы от самой Уитни, что ну вот он хороший друг. Может быть, просто для удачных фотографий. Не буду судить. Один из братьев Майкла Джексона, как ни странно, женатый. Причем такая история, что самому Майклу пришлось вмешиваться и разрушать эти отношения, чтобы брат не бросил семью. Тоже мне очень сложно судить, сколько там правды, сколько чего. И тем не менее, Клайв Дэвис продолжал оказывать давление. И я думаю, вот первый шаг такой бунтарский. Вот вы из меня делаете принцессу, чтобы все было как у родителей. А у родителей, надо сказать, была банальная триангуляция. Мама жила со своей любовной историей, папа со своей, и вот они перетягивали внимание ребенка. То есть семья существовала формально поддерживала отношения. В конце концов, они развелись, когда Уитни была подростком. Еще очень интересный факт, на мой взгляд. В 2002 году отец через адвокатов подал на Уитни в суд. Пытался вменить ей какую-то неустойку, отсудить у нее $100 миллионов. У нее никогда таких денег не было, как ни странно. Может быть, в силу злоупотребления веществами, может быть, в силу определенной зависимости, то, что человек тратил большую часть жизни на абьюзивные отношения, на вещества, она не смогла сделать какого-то огромного состояния, хотя, повторюсь, выиграла все, что можно, и вошла в историю музыки, пожалуй, навсегда. Отец подал в суд в 2002 году, суд этот проиграл и умер через год. И тоже, на мой взгляд, показательно, вот Уитни было настолько на него зла, что она не пришла на похороны. Может быть, это уже последствия употребления наркотиков. Но согласитесь, что это особенно у людей публичных, ну вот такое действие, которое заставляет подумать об отношениях в семье. Тем не менее, она начинает встречаться с Бобби Брауном. По Бобби Брауну можно снять отдельное видео. Рэпер средней руки. Ну, тут я боюсь обидеть фанатов музыки. Там R&B у него стиль. Или еще какой-то, потому что та же сама Уитни, это поп, соул, ритм, блюз, джаз. Надо быть специалистом, чтобы разобраться, особенно когда голос шикарный, человек может петь в любой манере. Тут уж простите меня, я в музыке, особенно в такой, не разбираюсь. Но сам факт, что может быть где-то был мимолетный успех, потом человек начал вести себя так, что его выгнали из группы, где надо иметь имидж хулигана. То есть он даже здесь переплюнул этот имидж. Было 3 ребенка, хотя ему там 20 с небольшим, от разных женщин. И сексуальное домогательство, и пьяное вождение, бесконечные драки, употребление всего, что можно. То есть вот абсолютный неуправляемый персонаж. Зависимость там на первом месте, личностное расстройство антисоциальное, может быть что-то посерьезнее. Если честно, не очень хочется в этом разбираться, да и понятно, что не я его личный врач. Но сам факт, что человек очень агрессивно вторгается в жизнь Уитни, 3 года такого активного преследования, врывался в гримерки. Все обсуждали историю, как там официант что-то просыпал или уронил, он в ресторане избил этого несчастного официанта. Казалось бы, совершенно неадекватное поведение
Человек даже не пытается прикинуться приличным, но, тем не менее, добро пожаловать в семейные отношения. В 92 году случился этот брак, который продлился достаточно долго, 15 лет. Только в 2007 году они развелись. И то непонятно, там мама уже надавила, положив в очередной раз в реабилитацию Уитни Хьюстон, или это уже совершенно непримиримые, непозволительные семейные отношения, когда человек начал ее избивать, плевать в лицо, ну, что только не делать. И я думаю, что все-таки на протяжении всех этих отношений, помимо неуправляемости Бобби Брауна, была все-таки лютая зависть. Потому что он не смог реализоваться как музыкант, а у Уитни это был топ. Такой простить, конечно, тяжело, когда ты антисоциальная личность в семье, и твоя жена известна, ну, на порядок более известна, а ты всего лишь муж Уитни Хьюстон. Поэтому человек не прекратил употребление. Естественно, мы понимаем, что там вот треугольник Карпмана был во всей красе. Уитни пыталась его спасти и обеспечивала его лечением, исправляла его репутацию и превращалась в преследовательницу. Иногда она на него нападала. Потому что родственники того же Бобби Брауна утверждают, что это Уитни на него нападал, а он, бедный несчастный, защищался. Ну, наверное, можно было бы поверить, если бы не было предыдущей истории, где он избивал людей, был обвинен в сексуальных домогательствах, полностью неуправляемом поведении. Такие люди не меняются. Более того, имея прикрытие в виде денег, в виде жены, которая в тебя влюблена, постоянно тебя спасает, защищает, конечно, это еще больше развязывает руки. И бесконечное вращение по треугольнику Карпмана в конце концов Уитни привело к тому, что она тоже стала употреблять. Это и алкоголь, и психостимуляторы. Естественно, до поры до времени это удавалось скрывать, потому что определенные обязательства, человек вел церемонии, пел, но потом потихонечку стал пропадать голос. Она начала срывать различные интервью, церемонии, отменять концерты, таблоиды. Естественно, когда ты вип-персона в прицеле журналистов, таблоиды стали публиковать кадры ее невменяемого состояния. Один раз даже, не вспомню, по-моему, на 30-летие Майкла Джексона творческой деятельности пустили слух, что она умерла от передозировки, да, такой достаточно пророческий, лет, наверное, за 10 до того, как это случилось. Естественно, это все было опровергнуто. Возможно, она в то время как раз лежала в лечебнице в очередной раз. Очень печальная история на самом деле, когда человек получает вот уникальный шанс, благодаря голосу, попадает, что называется, в струю, очень рано мировая известность, деньги, все пути открыты, самые завидные женихи. Согласитесь, это еще очень красивая женщина, которая умеет себя подать, с исключительным голосом. Поэтому, естественно, живя зависимым человеком, с абьюзером, это и депрессия, и насилие в разных формах, и большие проблемы с самооценкой, когда человек унижает, подавляет, оскорбляет, бьет, при тебе употребляет. Потом совместное употребление как попытка как-то его остановить, примириться, найти общий язык. Если мы посмотрим после того, как они расстались в 2007 году, она через какое-то время встречает молодого парня, который младше ее на 18 лет. Его зовут Рэй Джей. Ничем вообще не примечательный, абсолютно, модельной внешности,
какие-то порно-видео с Ким Кардашьян, еще что-то, похождения. Уже Уитни ведет себя как Бобби. Она его бьет, она его преследует, ревнует к другим женщинам. По сути, за день до того, как с ней случился несчастный случай, вот она его приревновала к актрисе, разнесла бар, очень сильно напилась. Опять, естественно, миллион фотографий невменяемого состояния. На следующий день она утонула в ванной. Как вы думаете, вот в чем суть такого перерождения, что человек вначале живет долгие годы с абьюзером, а потом перенимает эту модель поведения, сама начинает уже в отношениях? Что это? Действие наркотиков? Или такой стокгольмский синдром, гиперкомпенсация какая-то? Пишите. Давайте обсудим, будет интересно. Естественно, все закончилось трагически. Я думаю, эту историю и концовку знают все, когда 11 февраля 2012 года она была обнаружена в ванне. Причем температура воды была такая горячая, что эксперт сделал заключение, что она не могла в эту ванну принимать, просто стало плохо с сердцем, на фоне передозировки она в эту ванну упала и просто захлебнулась водой. Такое трагическое обстоятельство. Буквально помощник на несколько часов вышел там, чтобы взять очень красивое платье на очередную церемонию, а вернулся, уже церемония была без Уитни. Она прошла уже позже, и это были похороны. Самое, на мой взгляд, трагическое и показательное в этой истории то, что буквально через несколько лет, в 2015 году, уже дочка Уитни Хьюстон, Бобби Кристина Хьюстон Браун, при похожих обстоятельствах на фоне употребления психоактивных веществ была обнаружена в собственной ванне. Там, правда, уже были множественные травмы и головы, и тела. Очень сильные подозрения были в сторону Ника Гордона. Это приемный сын Уитни Хьюстон. Ну, не приемный сын, просто юноша, который жил в этом доме. У него завязались отношения с дочерью Уитни Хьюстон. И вот они стали жить вместе. Ну, по американскому законодательству он рассказал, что я ничего не знаю. Вот сам обнаружил. Пальцем не трогал, вот не понимаю, как это случилось. Все обвинения с него были сняты, хотя подозрения были очень сильные, что он такой же абьюзер, как Бобби Браун, что он ее избивал, возможно, даже и убил. Но нет признания, нет преступления. Как говорится, для него это прошло не без последствий, потому что в 2020-м уже от передозировки умер он сам. Если взять историю Бобби Брауна, человека, который разрушил жизнь Уитни Хьюстон, у него все хорошо, у него 7 детей от 4 женщин. Один из сыновей, вот тоже очень показательно, Бобби Браун-младший, в 28 лет погибает, как вы думаете, от чего? Правильно, от передозировки. В его крови обнаружена огромная концентрация кокаина, фентанила, текилы и нескольких аптечных психотропных препаратов. Пожалуй, единственный вот виновник всей этой истории, главный абьюзер, Бобби Браун, у него все хорошо. Много детей, понятно, что он уже отошел от концертной деятельности, он, наверное, так в историю и войдет, как муж Уитни Хьюстон. Ну, к чему я рассказываю? Нет ни малейшего оправдания к употреблению наркотиков. Ты можешь иметь суперстатус, быть звездой мирового значения, иметь огромные деньги, возможность лечиться в реабилитации, получать консультации любых докторов. Многие известные люди готовы участвовать в твоей судьбе, помогать, исправлять твою репутацию. Над ней работают десятки продюсеров, тебе создают историю принцессы. Но наркотики все это помножат на 0. И посмотрите, какую они собрали дань. Сама Уитни, дочь
Усыновленный парень, который тоже непонятно, приложил руку к смерти ее дочери, не приложил. Но он длительное время жил в семье, видел эти отношения, видел это непрерывное употребление. Ребенок Бобби Брауна, 28 лет, тоже подающий огромные надежды рэпер, погибает от передозировки. Со временем можно будет проанализировать, как сложилась жизнь его остальных детей. Поэтому треугольник Карпмана, наркотики и как одно из решений начать употреблять совместно. Разделять увлечения супруга. К чему привело, мы все видим. Тема такая достаточно новая для меня, просто я считаю, что интересный разбор может показать, что никакой статус, никакие деньги, никакая репутация, никакое воспитание не защитит. И очень показательная судьба детей, которые в этом выросли. Я очень много раз говорю родителям, как уберечь, на первом месте самим не употреблять, не быть примером, не создавать иллюзию, что это нормально, что так можно жить в абьюзивных отношениях, или как сами родители Уитни в триангуляции. У папы своя любовь, у мамы своя, и вот они ребенка этого перетягивают. Естественно, возникает психотравма, она начинает считать, что в семье нельзя так равнодушно относиться, давай вот где будут сильные эмоции. А сильные эмоции, жесткое ухаживание, это всегда будет человек со склонностью к абьюзивному поведению в браке. И дальше дочка повторяет то же самое, скандалы, драки, совместное употребление, то ли он ее убил, то ли просто не оказал своевременно помощь, дал умереть, и сам погиб от передозировки. И та же история у детей Бобби Брауна, даже у тех, которых он не растил. Понимаете, какие последствия во времени для потомков, для репутации, как этот чудесный голос пропал. Когда человек уже пытался вернуться к концертной деятельности, а все. Кокаин сжег голосовые связки, ни голоса, ничего, депрессия усилилась. Точка. История закончена. Давайте еще кого-нибудь разберем. У нас много ранних звезд. История Майкла Джексона. Я его, правда, в другом контексте разбирал. И достаточно хейта получил от любимых зрителей. Ну вот мы эту сторону опустим. Готов его зависимость разбирать. Кто угодно. Бритни Спирс тоже безумно ранний взлет. Всемирная популярность, чем сейчас закончился. Да, вы видите ее видео в интернете. Тяжелое маниакальное состояние, непонятно, это наркотики или обострение биполярного аффективного расстройства без лечения. Предлагайте, я максимально открыт, давайте анализировать истории, чтобы это было уроком для других. Если у вас есть какие-то вопросы по зависимостям, по психиатрии, пишите, звоните, мы вам обязательно поможем. Бесконечно любящий вас доктор Шуров.